Обеспечить военное присутствие в Беларуси, раздавать белорусам российские паспорта и ввести единую валюту для Беларуси и России. Таковы планы администрации Путина, говорится в утечке, которая поступила оттуда в редакцию Yahoo News. А те, в свою очередь, поделились ею с Süddeutsche Zeitung, Delphi Estonia, Досье-центр, Киев Independent и с белорусским расследовательским центром. Сами мы подлинность этого документа подтвердить не можем, с источником мы не встречались, поэтому теоретически это может быть фейк. Но мы знали, что этот документ будут публиковать некоторые крупнейшие мировые СМИ. Кроме того, мы знаем журналиста, который говорит, что получил это от источника, за которого он ручается. Ну а мы, в свою очередь, можем засвидетельствовать, что этот журналист действительно имеет незапятнанную репутацию в международном расследовательском сообществе. Плюс это все довольно-таки похоже на правду. Поэтому мы изучили этот документ, и сейчас я вам изложу его основные тезисы, плюс под конец некоторые свои соображения на этот счет. А пока ставьте лайк, чтобы это увидело как можно больше людей, и поехали. Прежде всего, что это за документ? По словам источника в администрации Путина, этот документ еще довоенный, с 2021 года. Его разработали в управлении президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. В 2021 году его реформировали, и теперь управление специализируется на европейских соседях РФ, то есть в том числе Беларусь, Украина и страны Балтии. Главной стратегической целью России, согласно этому 17-страничному документу, является создание к 2030 году союзного государства Беларуси и России. Среди прочего, есть подробные пошаговые планы в этом направлении. В политическом плане это завершить формирование системы органов союзного государства и единой системы управления вооруженными силами. Сейчас я думаю, что уже россияне не выведут свои войска, не для того они строят огромную инфраструктуру в Зябровке, в Лунинце там, и в других местах, чтобы оттуда уходить. Насколько я знаю, задача была поставлена создавать базу для того, чтобы российские войска вошли и остались насовсем. Дальше идет гуманитарное направление. Там в планах обеспечить давлеющее влияние над информационным пространством, единое культурное пространство с единым подходом к интерпретации истории. Отдельным пунктом стоит угроза доминирования белорусского языка над русским. Еще одна важная часть стратегии – упрощенная выдача белорусам российских паспортов. Казалось бы, кому он сейчас нужен, этот российский паспорт? Но следует помнить, что Россия использовала такую стратегию в прошлом. Раздать гражданство жителям сопредельных территорий иностранных государств, чтобы потом вмешиваться в дела этих стран под видом защиты интересов своих сограждан. Кроме всего прочего, цель стратегии – это референдум по конституционным изменениям, который Лукашенко и провел в начале войны. Дальше экономический блок. В экономическом блоке создание единой валюты является стратегической целью. И, соответственно, там еще есть разные меры по гармонизации денежно-кредитной и бюджетной политики, но это все экономические шаги, которые предшествуют единой валюте, ну и они все там есть. Среди рисков и угроз целям России в Беларуси документ называет создание функционирующей рыночной экономики, ориентированной на Запад и Китай. Подробно посмотреть эти пункты можно на нашем сайте belarusfiles.org. А теперь перейду от фактов к своим субъективным соображениям по этому поводу. С одной стороны, звучит сенсационно. Наши западные партнеры были в шоке. Мол, вот Россия тайно готовится поглотить еще одного соседа. Там, кстати, в планах еще создание групп влияния в регионе, военное присутствие, ну и так далее. Но белорусы, которые следят за новостями, большую часть этого уже слышали не раз. И при обсуждении дорожных карт по созданию союзного государства, и практически при каждом торге Лукашенко за российские дотации. Все эти планы были оглашены уже публично. Но, несмотря на все это, до фактического поглощения страны так и не дошло. И получается, в чем сенсация? Лукашенко, кстати, это втихую ставит в заслугу себе. И западникам, и украинцам он говорит: смотрите, если не я, Беларусь без меня аннексируют, Россия аннексирует. Ждите тогда открытия полноценного второго фронта против Украины и новые угрозы на польской и литовской границе. На самом деле Лукашенко действительно, по моему мнению, сыграл положительную роль в становлении независимости Беларуси когда-то, хотя и против своей воли. Это было в 90-х. В то время большинство населения, напуганное постсоветским экономическим кризисом, было готово проголосовать за объединение с Россией, до которого и вел предшественник Лукашенко, премьер-министр
Вячеслав Кебич. Вот тогда Лукашенко напугал россиян своим напором. Как сказал Борис Березовский в интервью «Радио Свобода», в московских правящих кругах Лукашенко тогда всерьез рассматривался как преемник Ельцина. И Ельцин, боясь, что его съест молодой волк, сам тогда выдвинул аморфный проект союзного государства. А вот потом, когда пришел Путин, Лукашенко уже действительно сопротивлялся объединению с Россией, потому что при Путине он уже не надеялся стать лидером этого объединения. Он продолжил говорить то же, что говорил и раньше насчет объединения, что он за, но при этом оговаривался: давайте сначала объединим экономику, а именно дайте мне дешевую нефть, газ и доступ к российским госзакупкам, а потом уже, мол, и поговорим о политическом объединении. Но по факту он саботировал это политическое объединение. В 2000 году Путин и Лукашенко подписали договор о единой валюте, согласно которому Беларусь должна была ввести эту единую валюту с Россией к 2005 году. Лукашенко все это саботировал, выдвигая нереальные требования, чтобы Беларусь могла тоже печатать, как и Россия, эти общие рубли. И вот, когда пришло время выполнить обещание, ВОЗ и ныне был там. Тогда Путин говорит: ладно, раз вы так, мы убираем субсидии на газ и нефть. Лукашенко поднял скандал, и в итоге дотации частично вернули, и Минск заявил о своей победе. Но на самом деле победы не было. В обмен на временное возвращение субсидий Лукашенко пообещал передать «Газпрому» магистральные газопроводы, идущие из России через Беларусь в Евросоюз. После развала Советского Союза белорусский участок этих газопроводов остался Беларусью. Назывался Белтрансгаз, сейчас это уже предприятие Газпром-Трансгаз Беларусь. И вот по этой схеме продолжалось следующие 15 лет. Путин говорит: дайте нам контроль над, например, таможенной политикой. Лукашенко отвечает: дайте мне сначала цены на нефть и газ, как в России. Путин говорит: нет, и отзывает субсидии. Лукашенко несколько месяцев сопротивляется и, наконец, подписывает очередное соглашение, вот, например, о таможенном союзе, и еще опять пару лет получает временно российские дотации. Почему сегодняшняя ситуация опаснее, чем прежде, и планы союзного государства теперь более реалистичны, чем раньше? На мой взгляд, у Лукашенко уже практически не осталось, что отдать России существенного взамен на новые временные дотации, кроме как передать часть полномочий наднациональным органам или ввести российский рубль. Ну, еще можно продать пару предприятий, например, Беларусь-Калий, но, по моему мнению, Лукашенко на это пойдет в последнюю очередь, потому что слишком много схем завязано на эти предприятия, которые обеспечивают чиновников и силовиков коррупционной рентой через фирмы присоски, о которых мы не раз рассказывали, например, вот здесь. Поэтому, как только иссякнет субсидия, полученная за поддержку России в войне против Украины, Москва может попробовать как минимум экономический блицкриг для того, чтобы резко форсировать и завершить интеграцию. Сейчас Беларусь выполняет все, что от нее хочет Москва, и россияне чувствуют себя в Беларуси как дома и не обо всем спрашивают и даже не обо всем информируют наше военно-политическое руководство. И здесь поговорим еще об одном. Что плохого в том для обычного человека, если бы Беларусь присоединилась к России? Экономически для людей это может даже оказаться выгодно. Вроде как вон средняя зарплата по официальным источникам на 2022 год у россиян выше, чем в Беларуси. Но на самом деле, помимо всего прочего, присоединение к России было бы для Беларуси большой экономической проблемой. У белорусов в принципе европейский менталитет. И при установлении функционирующей демократии и рыночной экономики они могли бы, на мой взгляд и на взгляд многих экспертов, с которыми я разговаривал, международных, создать достаточно благополучную восточноевропейскую страну. Главное достояние белорусов — это не удобрение и не древесина, а умелые руки и рабочая этика, трудолюбие. Довольно редкий ресурс вообще в наших широтах. Беларусь, по моему мнению, может добиться, чтобы многие европейские производители перенесли свои заводы в страну. Сначала за счет более низкой заработной платы, а потом, когда заводов станет много и они начнут конкурировать за рабочих, поднимая зарплаты, белорусы имеют все шансы сохранить свое конкурентное преимущество уже за счет качества. Теперь это все в руках белорусов. Не удалось добиться там изменений в 2020 году, может получиться в следующий раз, но если Беларусь будет находиться внутри России, то шансов изменить свою жизнь самостоятельно у белорусов будет уже не больше, чем, например, у жителей Хабаровска. Все видели, чем закончились демонстрации там. Ну и возвращаясь к предыдущему вопросу, действительно ли сейчас Лукашенко является гарантом суверенитета? Частично возможно, ведь выкорчевав из правоохранительных органов людей с подозрительными взглядами для него, Лукашенко собрал в руководстве МВД
очень пророссийских деятелей. Ну и сейчас, если так говорить, Вольфович россиянин, Денисенко россиянин, ну и много-много еще людей. При этом у этих людей близкие родственники в России, интересы в России. Ну и, конечно же, Беларусь для них чужда, и ее интересы они отстаивать не будут. Мы можем видеть это, например, по поведению Губопика по отношению к людям, которые против войны, и по наклейке Z на фоне видео с извинениями, которые выкладывают на телеграм-каналах Губопика. Эти люди, эти силовики могут сейчас чувствовать себя в идеологическом меньшинстве. Плюс они боятся люстрации в случае смены власти. И, по моему мнению, им выгодно присоединиться к России, ведь там они считают, что будут в большинстве, и там меньше шансов на люстрацию. Поэтому, если Лукашенко уйдет или умрет, это будет фактором риска. Но это краткосрочный фактор. А есть еще и долгосрочный фактор риска. И вот он выглядит гораздо опаснее. Дело в том, что, как я говорил чуть раньше, Лукашенко вот кусками отдавал составляющие суверенитета Беларуси каждые несколько лет в обмен на очередные временные дотации от России. Перестать этого делать надолго он не может, потому что сложившаяся при нем экономическая модель, по мнению, например, экономиста Гуреева, требует постоянных дотаций. Власти в Минске пытались проводить реформы в 2008-2010 годах, а затем в 2015-2019. Но после поверхностных изменений, которые ослабили кризисные проявления в экономике, Лукашенко не пошел на радикальные рыночные реформы, и одна из главных причин, на мой взгляд, в том, что государственный контроль над экономикой позволяет распределять коррупционную ренту. И вот эта коррупционная рента, которая распределяется в том числе через тех, кого в прессе называют кошельками Александра Лукашенко, с одной стороны обеспечивает личную лояльность к личности, с другой стороны человека могут арестовать за это в любой момент, если его личная лояльность станет под сомнение. Вот поэтому с точки зрения Москвы и логично, что отсутствие в Беларуси рыночной экономики, ориентированной на страны Запада и Китай, является одной из ее стратегических целей в Беларуси. Ну, другими словами, не дать построить эффективную рыночную экономику. Это я перефразировал, а в документе формулировка следующая. Угроза построения в Беларуси институтов функционирующей рыночной экономики, ориентированной на страны Запада и Китай. А присутствие Лукашенко у власти означает для них, что Беларусь эффективной экономики не построит, и это значит, что через 2 года ему снова придется покупать временные дотации за очередную уступку в вопросах независимости. Отдавать, как я уже говорил, особо нечего, кроме разве что финальных признаков независимости. С другой стороны, Россия, после того, как в Украине война выдохнется и превратится в затяжное вялое противостояние на подконтрольных линиях, Владимиру Путину понадобится яркий шаг, чтобы переключить внимание своих избирателей вот с этого затянувшегося конфликта на другую яркую победу. Режим как никогда слаб, потому что потерял все связи экономические почти со всем миром, кроме России. Россия максимально подсадила белорусскую экономику на себя тем, что весь экспорт только в Россию. Ну а сейчас Россия девальвирует свой рубль, и насколько я владею обстановкой, за крайние несколько месяцев весь экспорт в Россию убыточен, и это будет только нарастать дальше. Ну и Беларусь в отчаянном положении сейчас, конечно, поэтому ей можно манипулировать, вот, укорачивать поводок и заставлять делать все, что нужно. Путину это, конечно же, нужно, потому что уже совершенно ясно, что об Украину он зубы обломал, и чтобы оставаться какой-то империей и о чем-то можно было говорить, ну, Беларусь, несомненно, нужно прибрать к рукам. Так было в 2015 году, когда все забыли о войне на Донбассе после поначалу успешной, усиленной военной операции Путина в Сирии. И сейчас самый очевидный вариант столь заманчивого триумфа для России – это водрузить свой флаг в Минске. Поэтому Путин будет, скорее всего, очень настойчив, а Лукашенко еще никогда не выдерживал его экономического давления. Ну а какая будет реакция белорусских властей на ввод российских войск, мы уже видели. Вот когда началась война в Украине, оставалось только делать вид, что все так и спланировано, ведь готовилось же нападение на Беларусь. Полная вам закрытая секретная информация. Поэтому, на мой взгляд, уход Лукашенко и давление на него создают действительно краткосрочные риски для независимости Беларуси. Но его длительное пребывание у власти и отсутствие давления на него со стороны западных стран создают, по моему мнению, гораздо большую опасность поглощения Беларуси России. А что думаете вы по сути того, что я сказал, и про эту нашу рубрику новую «Редакторская колонка»? Напишите в комментариях, и до встречи.